that material world is 1/4 of spiritual reality. Yeah. How can it be 1/4 of the infinite? How can it be? Yeah, it's not. Нет, не так. That's just said to give you, like, it's small and the other part is very large. Это говорится, чтобы дать общее представление. Это мало, а другая часть, она воистину велика. It's just like, like a rule of thumb kind of thing. Это что-то вроде такого простого правила, легкого для понимания, приблизительного. But to understand these things, we'll have to give up conventional ways of measurement. А чтобы понять все эти вещи, нам необходимо отказаться от обычных методов измерений. Really, this world we can describe as the world of time and space. Этот мир можно описать как мир времени и пространства. And measurement. И измерений. We love to measure things here. Мы любим все измерять здесь. Like where I come from, there's miles, then we go to kilometers. Есть мили, потом переходим на километры. Actually, they don't exist. На самом деле ни миль, ни километров не существует. It's just we just said this much. Raise your hand if we'll call it this. And we go, okay, we'll call it that because we need to build a stage. На самом деле речь идет примерно о следующем процессе. Мы говорим, вот такая длина, давайте назовем ее так. Поднимите руки, кто согласен. И все говорят, да, хорошо, давайте согласимся, потому что сцену-то строить надо. So we're very proud of measuring the world of misconception. Итак, мы очень гордимся своей способностью измерять мир ложных представлений. Right? But the spiritual world, as you mentioned, Vedic literature, they call Vaikuntha, means the immeasurable world. Но духовный мир в Ведических Писаниях, о которых вы упомянули, называется Вайкунтха, неизмеримый мир. Of which the soul is a unit. Там душа является единицей. So we can read somewhere where it says, Keshagra Shatabhaga Sha Shatam Shadri Shatmaka. It's 1/10,000 the tip of a hair. Иногда размер души описывается таким примером. Это 1/10,000 размера кончика волоса. That's not to be taken literally. Не следует принимать это буквально. It's more or less telling you it's immeasurable. По сути, это говорит вам, душа неизмерима. So only the misconceived world is measurable by conventional means. Только мир ложных представлений может быть измерен обычными методами. 3/4, 1/4, this much, that much. 3/4, 1/4, такая-то доля, иная доля. But actually we're told Krishna's abode, they say it's 50 square kilometers. Но на самом деле об обители Кришны говорят, что она имеет площадь примерно 50 квадратных километров. I think, well, that's not big. И мы думаем, что-то немного. Right? But then we're given a hint. What's the nature? What we're being told is Krishna's pastimes, they're called aprakrita. It means they appeared to be human-like in measurement. Но потом нам объясняют, о чем идет речь. О том, что игры Кришны, они относятся к категории апракрита. Означает, что они кажутся схожими с человеческими. So we're told the ultimate abode is not a big city, it's a small town. Или иначе так, высшая обитель – это не огромный город, это маленькая деревня. Like a small town. Как маленькая That деревня. type of sweetness and intimacy. Там царит такого рода интимность, близость отношений. But we're told in the soil, the spirit, remember, the spiritual world, Vaikuntya Prithvyari Sakala Chinmoy, it's all made of consciousness. Но помните, что весь духовный мир целиком и полностью состоит из сознания. And we're told, so in the soil there, which is made of consciousness, are Chintamani gems, spiritual gems. И в почве, в земле там, которая также состоит из сознания, в земле там есть свои драгоценные камни, чинтамани. And we're told one of these gems possesses more opulence than the innumerable Vaikuntha planets, spiritual planets. И нам говорят, что всего лишь один из этих камней, даже один из этих камней обладает большим богатством, большей роскошью, нежели все бесчисленные духовные планеты Вайкунтхи. And we're told Krishna's
greatest devotees, the Brajagopis, the cowherd girls, Brajagopis, they wear these Chintamani gems on their ankles as jewelry. И величайшие из преданных Кришны, Браджагопи, пастушки из Вриндавана, они носят браслеты из тех самых драгоценных камней Чинтамани как украшение у себя на лодыжках. So we have to readjust our thinking if we're going to deal with the infinite. Поэтому нам нужно перестроить свое мышление, если мы хотим соприкасаться с безграничным. The inconceivable, the infinite is beyond argument. Непостижимое, безграничное, превыше споров. Once our Guru Maharaj, someone challenged in a lecture he was given, they said, if the infinite can be known by the finite, it's not infinite. Однажды нашему гуру Махараджу на лекции бросили вызов, сказав, если ограниченное может познать безграничное, то это не безграничное. And we're sympathetic to that. И мы можем сострадать этой точке зрения, понять. Yeah, even the most advanced thinker, still, as far as they can stretch their mind and intellect, it's a whole lot of finite. It doesn't approach the infinite. Falls short. Даже величайшие мыслители, каковы бы, сколь бы велики ни были их мыслительные способности, это все равно будет совокупность ограниченных величин. До безграничного все равно не дотянется. Or elsewhere it said, Atak Shri Krishna Namadi Nabbhavyed Graham Indriye. The divine name, form, qualities, and pastimes of Krishna, they're beyond the grasp of the intellect, the mind, the senses. Или в другом месте сказано, что имя, облик, качество, деяние Кришны целиком и полностью находится за пределами достижимого или ухватываемого умом, разумом, чувствами. So that man said, if the finite can know the infinite, that's not infinite. Так или иначе, на лекции один человек бросил вызов, сказав, если ограниченное или ограниченный может познать безграничное, то это не безграничное. But Srila Guru Maharaj's answer is interesting. Но интересен ответ, что дал Гуру Махарадж. Said, if the infinite cannot make itself known to the finite, it's not infinite. Он сказал, если безграничное не способно явить себя ограниченному, тогда это не безграничное. So this is good news for us. И это хорошие новости для нас. This compensates whatever deficiencies we might have. Ведь это компенсирует любые недостатки, какие бы ни были у нас. In one fell swoop, all time, all circumstances, all perceived deficiencies are we're what's the word? Exempt? No, or yeah. You understand what I'm saying? Одним махом любые обстоятельства, любые промежутки времени, любые события, которыми мы окружены, любые наши недостатки, одним махом устраняются, компенсируются. This is the basis of all spiritual theistic culture. И это является основой всякой теистической, богоцентрической Just культуры. belief in the prospect, the possibility that the infinite can make itself known to the finite. Верить в возможность, в то, что безграничное может явить себя ограниченному. If you can accept that premise, then you can dive deep into reality. Если вы можете принять эту предпосылку, то тогда вы можете нырнуть глубоко в реальность. Once someone asked the surrealist painter Salvador Dali, they said, Dali, do you believe in God? Однажды некто спросил известного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, Дали, вы верите в Бога? And he said, yes, but I have no faith. И он сказал, да, но веры у меня нет. And I thought, oh, that's a brilliant and honest answer. И я подумал, интересно, это очень талантливый и честный ответ. He said, yeah, everyone intuitively has some understanding about God. Ведь у каждого интуитивно есть какое-то представление о Боге. He said, but I have no faith.
Но, сказал он, у меня нет веры. My faith is weak, it's undeveloped. Моя вера слаба, не развита. We're dealing with the infinite, inconceivable. My faith is minuscule. Мы имеем дело с безграничным, с непостижимым. Моя вера крошечна. And that's a fact. И это правда. So what are we advised? To get good association. Что же мы советуем? Мы советуем найти хорошее общество. From those whose faith is highly evolved. Общество тех, чья вера высоко развита. Like, for starters, we hear about the Brahmins of India. Ну, для начала мы слышали о браминах Индии. What does it mean, really, Brahmin? Что означает по сути понятие брамин? It's connected to the word spirit. Это связано со словом дух. What it means is these are people who are like hardwired for spiritual understanding. Можно высказать так. Браманы – это люди, которые заточены или предназначены для духовного понимания. It's like part of their DNA. Это часть их ДНК. What other people are having a hard time wrapping their heads around, these people know that intuitively. То, что другим крайне трудно понять, эти люди, браманы, понимают это интуитивно. Once our Guru Maharaj, he was in the Himalayas, famous holy place, Badrinath, and lying in his room with a migraine headache. In the outer room, a theist and an atheist were having an argument. Однажды наш Гуру Махарадж был в Гималаях, в известном месте паломничества, в Гималаях, Бадринатхе, и он лежал в комнате с тяжелой мигренью, головной болью, а в соседней комнате происходил спор верующего и атеиста, теиста и атеиста. Maybe it was Bertrand Russell. А может быть, это был сам Бертранд Рассел? Because Bertrand Russell, he's a great atheist, but his strategy was always to position himself as an agnostic. А ведь Бертранд Рассел был по сути атеистом, но он любил позиционировать себя как агностика. Because like he'd say like, you make a good case for belief in God, but I don't know, I'm not sure. Он говорил, ну, вы, конечно, красиво говорите, вы хорошо говорите о вере в Бога, но я не знаю, я сомневаюсь. And you scientists, you make a good case against the existence of God, but I'm not sure. И вы, ученые, вы тоже очень хорошо говорите о невозможности Бога. И, опять же, я не уверен. The only thing I'm sure about is my uncertainty. Sounds like Oscar Wilde. Единственное, в чем я убежден, это в собственной неуверенности. Это уже как-то в стиле Оскара Уайлда. Right? Like when people say, there's, the only absolute is that all things are relative. Как иногда люди говорят, единственное, абсолютное, то, что все относительно. Don't think about that too much. Не думайте об этом слишком много. But anyway, so one man's arguing, God exists, and the other man's saying, I doubt that God exists. I doubt that the soul exists. Так или иначе, в той комнате, в Гималаях, один человек говорил, что Бог существует, душа существует, а другой отвечал, а я сомневаюсь, что есть Бог, я сомневаюсь, что есть душа. And they're going back and forth, as you do, и так as people do. Спорили в одну сторону, в другую сторону. Такое случается в этом мире. And Guru Maharaj is listening with his migraine, says, bring that man to me. И Гуру Махарадж слышал это сквозь свою The man is saying, и сказал, пожалуйста, позовите этого человека ко мне. I doubt that God exists. I doubt the soul exists. И тот человек высказал ему свой тезис. Я сомневаюсь, что Бог есть. Я сомневаюсь, что есть душа. And Guru Maharaj said to him, does the doubter exist? На что Гуру Махарадж отвечал ему, а сомневающийся существует? Who's doubting? Do they exist? Тот, кто сомневается, он существует. That he had to accept. И это тот человек был вынужден принять. There's something we call, when we say I am this, I am that, I feel, this I is capable of belief or disbelief, a little faith, a lot of faith. Есть что-то или кто-то, когда мы говорим «я верю», «я не верю», «у меня есть большая вера», «малая вера», «сомневаюсь», есть что-то «я», которое может обладать малой верой или большой верой и прочее. That I, when I say I and when you say I. И это самое «я», когда я говорю «я», когда вы говорите «я».
identifying with something. Мы отождествляем себя с чем-то. A belief or a disbelief or an ideology, whatever it might be. С верой, неверием, идеологией, с чем угодно. That's the beginning of theistic spiritual culture. Принятие этой идеи – это начало теистической духовной культуры. So Dali was right. He said, yeah, I believe in God, but I have no faith. Поэтому Сальвадор Дали был прав. Я верю в Бога, но веры у меня нет.